Всем доброго раннего утра. Ну, наверное, не такое уж и ранее. 8 минут шестого. Но все равно ранее. Хочу подарить вам работу, которая поможет вам в определенной ситуации. Иногда бывает, что человек делится своей тайной, своей болью. Все мы люди. Иногда бывает, что женщина, допускает какую-то ошибку, доверяется какому-то подонку, слишком много позволяет ему. У нас очень много таких ситуаций, когда женщины по глупости своей отправляют какие-то откровенные фотографии, пишут какие-то откровенные признания. И начинается. Или внутри страх появляется, что это где-нибудь выплывет, кому-то это скажут, покажут. Или напрямую шантажируют. Или плюют в душу, смеются, говоря о том, что вот у меня-то там переписка есть с тобой. У меня однажды в жизни был такой случай, когда еще в Одноклассниках мне писала молодая девушка, потом она собиралась замуж. И вдруг в какой-то момент я захожу, она просит, умоляет, пожалуйста, как удалить мою страницу, помоги, пожалуйста. И вот я не знаю, что делать. Я говорю, а что случилось? С кем-то по глупости переписывалась. Не интимные какие-то разговоры, а какие-то шутки. В общем, молодая молодость, она не очень долго думает. И этот козел сказал, сейчас я все передам твоему мужу. Вот. Она говорит, он тебе не поверит, он скажет, что это ты специально делаешь. Но это тоже и тогда возможно было создать фальшивую переписку. А он сказал, а я ему дам пароль и логин моей страницы, он сам зайдет и увидит эту переписку. А если у тебя удаляется страница, то вся переписка, все, что есть, исчезает. И она хочет удалить эту страницу, чтобы эта переписка исчезла. Я ей начала объяснять, она не может понять, что делать. Я говорю, скинь мне логин, пароль, я зайду сейчас и удалю. И вот она скинула, я переписала, зашла и удалила то есть удалила полностью эту страницу. Потом она новую создала, она там сказала, что ее взломали, якобы удалили или там пожаловались. Тогда вообще в день можно было по 10 страниц удалить очень легко и просто. Не было никакого контроля. И, естественно, написала, поблагодарила меня. И когда я зашла удалять, поневоле, видишь, там она всем написала, своим друзьям с просьбой удалить страницу. Вот до такой степени иногда тайный разговор или разговор по душам может обернуться против вас. Что делать в этом случае? Хочу вам сказать, что есть определенные духи, которых призывали в древние времена. Называлось закрыть рот. Например, послов на Руси, прежде чем отправлять куда-либо в иную страну, поскольку знали, что их могут пытать и заставить, чтобы даже под пытками они не выдали эту тайну, им закрывали рот. Приглашали таких определенных бабушек, были свои дворцовые, знаете, скажем, бабушки, знахарки, там, ведьмы, знающие люди, астрологи. Но у нас не по западной системе, у нас не держали особо астрологов,
не особо-то им доверяли, и у нас больше доверяли проверенной деревенской магии. И вот звали этих бабушек, и они закрывали рот, начитывали на замок, начитывали на какие-то предметы, начитывали над человеком. И даже под пытками человек не мог выдать тайну. Его что-то держало. Так что такая система существует, и она реальна. Вот если вы опасаетесь, если вас шантажируют, если вы чувствуете, что этот человек способен на такое, проведите следующие манипуляции. То есть сделайте определенную работу, проведите. Купите в любой день замок, обыкновенный маленький замок. Не торгуясь или оплачивайте картой, чтобы сдачи не взять. Возьмите полынь, траву. Можете для розжига вот эту жидкость взять. Емкость. Эту траву кладете туда. Там побрызгайте. Берете замок. Имейте в виду вот этой горючей смесью. Траву побрызгайте, чтобы потом зажечь. Пишите ту тайну, которую вы боитесь, чтобы выдали. Например, мои фотографии или мой разговор. Что еще? Не знаю. О моих там каких-то делах. Все, что, как вы можете, формулируйте вот эту мысль, напишите на бумаге. Положите сверх этой травы. Берете в руки замок. Один заговор читайте слова «закрываю». Когда прочитали, закрыли. И еще 3 раза сверху читайте «закрыла уже». Я ему сейчас объясню, как это. Когда это все начитали, положите замок вот сверх этой бумаги и зажгите траву. Ничего страшного с замком не случится. Он просто испачкается в саже, конечно. Там сгорит эта трава, металл там станет таким... то есть, все уже забыла. Закаленным. Или накалиться. Но это не важно, потому что вам не надо это трогать сразу. Зажгите эту траву. Пусть замок покроется сажей, там, дымом и так далее. Когда будет это все гореть, читайте 4 раза, пока все горит. Если до конца не догорает, можете поджигать, чтобы основное количество травы там все сгорело. Подождите, пока это все остынет. И это все пересыпаете в мешочек. Любого цвета, не имеет значения. Мешок. Можете сами зашить этот мешок из материала. Можете купить сейчас таких мешочков. Больше среднего она должна быть, чтобы все там поместилось. Все это посыпьте туда вместе с замком и завяжите, узлом и спрячьте. Этот человек не сможет выдать вашу тайну. Как бы он ни старался. Как только захочет что-то подобное сделать, ему станет плохо. Он упадет, поранится. У него какие-то проблемы начнутся, он забудет о вас. Потом снова вернется к этой теме. Опять захочет выдать где-то эту тайну. Или куда-то позвонить, или что-то еще. То есть то, что он хотел бы выдать. Но у него не получится. И каждый раз ему будут мешать. Пока он не осознает, не сопоставит и не поймет, что как только он пытается это сделать, он уже со 2-го раза поймет. Он уже будет опасаться вообще говорить об этой тайне и вспоминать. И таким образом вы ему закроете рот. И оставьте надолго этот замок, пока эта история не забудется, пока это все не закончится. Мало ли, всякое бывает. Может быть, нежелательный человек
увидела вас там с кем-то на улице, и вам не хочется, чтобы в семье это узнали, и так далее. Вот вы опасаетесь этого, что каким-то образом даст знать. Возьмите и сделайте. Это несложный ритуал, зато очень действенный и надолго. Замочек можете маленький взять, траву можете, там маленький пучок. Точно так же можете маленький там клочок бумаги, на котором напишите эту тайну. Это все закройте, всю эту тайну и все остальное с этим замком в мешке. Никто не знает, что там было. Даже если увидят и спросят, не трогайте, это ритуал, нельзя говорить. Какой ритуал, кому это вообще интересно, кто это может знать? Мне поэтому очень интересно, когда я прочитала, что в Гавайях порча уголовно наказуема. Мне стало так смешно. Вот я сижу, зажгу свечу и начитаю на кого-то что-то нехорошее. Как докажут вообще, что это порча была или нет? Как? Наверное, если поймают с фотографией на кладбище. Но это тоже, это не порча, это я на удачу читала человеку. Исцеляла, и такое есть. Скидывала его болезнь туда. Иди докажи, что это порча. Я вообще не понимаю. Поэтому магия, такое таинство, знаете, вот даже смешно. Оно всегда будет таинство, всегда будет на полулегальном положении. Даже в тех странах, где это разрешено, вот, например, в Болгарии разрешили официально, магия входит как сфера услуг. И у нас есть, кстати говоря. У нас, можно сказать, тоже полулегальное положение, потому что в Трудовом кодексе есть такой момент. Иные услуги, туда входят услуги медиумов, астрологов и так далее. Ну, то же самое. Ну, вот медиум ты. А медиум заодно еще и ведьма, и все на свете. Это же невозможно вот квалифицировать и как-то так или запретить, или разрешить практически. Вот о чем речь. Потому что все древние, это древняя религия. Когда-то религии тоже считались сектой, считались какой-то организацией, каким-то колдовством, магией, пока их не узаконили, и они не стали религиями, понимаете? Вот, собственно, так. Итак, купили замок, написали свою тайну. Какая у вас тайна мучит? Чего вы боитесь, чтобы мне сказали? Ну, вот пишите, например, там, тайные встречи с таким-то человеком. Или мои, там, откровенные фотографии. Или что-то еще. Чтобы не выдал, хотите так напишите, если вам так удобно. Значит, начитали на замок, закрыли замок, положили на это все, зажгли. Пока это все горит, начитали, все это вместе в мешок и спрятали. Вы закрыли ему рот. Он не выдаст уже. Не сможет, не получится. Обстоятельства будут так складываться, чтобы он не смог. Может быть, даже во сне придут, скажут, не выдавай тайну, а то плохо будет. И такое бывает. Итак, на замок. Вот вы все подготовили, держите в левой руке, потому что левая рука – это прямая связь к сердцу, к чувствам, к подсознанию и так далее. Держите этот замок открытым и читайте. Как этот замок закрываю, так и рот, имя этого человека. Если вы не знаете имя, если вы не в курсе, да, кстати говоря, кто это может выдать, так и рот, значит, моих врагов, рты врагов, давайте вот так, закрываю. Но просто так не проводите, если вы не знаете, что вы хотите, понимаете? Ну вот, например, если там, предположим, кто-то скажет, она вот на донос какой-нибудь подойдет, я не знаю, кто это делает, но кто-то вот мои тайны выдает что-то. Хорошо, так и рот доносчиков закрываю, стукачей, пускай так будет. Как этот замок закрываю, так и рот таких-то закрываю. И тайну свою выдавать им или ему, да, запрещаю. Я замок не открою, и он свой рот не откроет. Или они свой рот не откроют. Заклинаю. Вот вы сказали первый раз закрываю, да? И закрыли. Ключи выкиньте куда-нибудь, они должны вообще далеко быть.
Они здесь не нужны. Можете так закрыть, если вы купите такой замок, что ключами закрывается, закройте ключами и вытащите и положите куда-нибудь. Значит, закрыли. Сейчас обычно замки такие, захлопываются, закрываются. Следующий заговор уже над закрытым замком. Как этот замок закрыла, так и род таких-то закрыла. И тайну свою выдавать ему запретила. Я замок не открою, и он свой рот не откроет. Заклинаю. Понимаете? Уже закрыла слово. Оно должно совпасть с действием. Как этот замок закрыла, так и рот таких-то закрыла, и тайну свою выдавать ему запретила. Я замок не открою, и он свой рот не откроет. Заклинаю. Вот 3 раза сверху должно быть в общем и целом 4 раза. Сказали, положили этот замок на эту бумагу, зажгли это все. И читайте 4 раза. Ярый огонь горит. Почему 4? Потому что со всех 4 сторон света вы закрыли ему возможность это выдать. Ярый огонь горит, черный дым летит, а такой-то о моей тайне навеки молчит. Замок спрячу вместе с сажей, он тайну мою никому не скажет. Ключ, замок, язык, заклинаю. Ярый огонь горит, черный дым летит, а такой-то о моей тайне навеки молчит. Замок спрячу вместе с сажей, он тайну мою никому не скажет. Ключ, замок, язык, заклинаю. Еще раз. Ярый огонь горит, черный дым летит, а такой-то о моей тайне навеки молчит. Замок спрячу вместе с сажей, он тайну мою никому не скажет. Ключ, замок, язык, заклинаю. 4 раза прочитали, подождали, пока это все догорит, пока этот замок остынет, час пускай стоит. Потом берете и это все в мешок, закрывайте и прячете. Все. Вы в безопасности. Теперь, если свидетель на суде, который должен против вас выступать, если этот свидетель, вы знаете, что да, может быть, где-то и справедливо должен сказать, но не настолько это заслужено вами, как им хочется. Потому что, когда человек делает на 5 рублей, его штрафуют на 500. Понимаете? Вот так вот все устроено. Иногда можно и простить, но не делается. На свидетеля тоже можно это начитать. Если он знает это и должен выступить и сказать, ему рот закрыть можно. Или свидетелям рот закрыть. Или имена называете, или говорите слово «свидетель». Одним словом, это чтобы вашу тайну нигде не выдали. Ни на суде, ни на улице, никому. Что хотели сказать? Не против вас, ни сплетни не говорили, а тайну. То, чего вы не хотите, чтобы они афишировали и опубликовали и так далее. Если успеете до того времени, пока это все уже не сделано, то они не смогут. У них доступ закроется. Желаю удачи.